И мне тогда вожатый Дима сказал, типа, у тебя есть талант, попробуй. И вот я 2 года учился в театральной школе. Ты приходишь, там стоит камера и стоит сначала ассистент. Мне и в театре говорили, что мне надо похудеть. И ты вроде бы говоришь, и все так у тебя хорошо. Но если тебе... Добрый день, дорогие друзья! У меня сегодня в гостях прекрасный актер театра и кино Артур Бичикян. Артур, привет! Всем привет. Это, если вы смотрели сериал «Улица» на ТНТ, это вообще, я считаю, культовый сериал последнего времени. Он играл там роль Кости, очень интересный персонаж, мой один из любимых персонажей в этом сериале. Так что, если еще этот сериал не смотрели, пожалуйста, переходите по ссылке, посмотрите. Артур, я хотел бы у тебя узнать, как ты добился такого успеха, что ты попал, во-первых, в такой, не побоюсь этого слова, шикарный огненный сериал, и как вообще твоя история жизни складывалась? Может быть, ты учился где-то, с детства это начал пробовать, или как-то... Я понял. Дело в том, что с детства нет. Я думал, что я буду военный, потому что мой отец, мой дед, они все военные, военно-морской флот. И я думал, что меня также в военную часть какую-нибудь засунут, и я буду военным. Но в 2006 году я был в пионерском лагере ЗИЛ, и там у нас были еженедельные миниатюры, там надо было какие-то спектакли показывать. И мне там дали роль, и мы репетировали всем отрядом. И как-то так получилось, что у нас главная героиня, мы Золушку, современную Золушку ставили, и главная героиня психанула и говорит такая: я не буду выступать. А я в итоге, чтобы, грубо говоря, повеселить народ, решил сыграть все роли, только, грубо говоря, был театр одного актера. Я решил за каждого человека сыграть его роль. И моментально, импровизационно все выполнял, просто что мне в голову приходило, то и показывал. Вот, и мне тогда вожатый Дима сказал, типа, у тебя есть талант, попробуй. В 2000 году я приехал из лагеря и говорю: мам, пап, хочу быть актером. Естественно, они удивились такие. Если хочешь, пробуй. Если не хочешь, выбор есть всегда. И вот в 2009 году я поступил в театральную школу 232. Она сейчас она 2054, объединенная такая. Это какая-то детская школа специальная или уже для взрослых людей? Специализированная школа для взрослых людей, да, вот чтобы именно театральному, чтобы был, чтобы я уже начинал учиться как театрал, как в институте. И вот я 2 года учился в театральной школе, после чего пошел поступать в театральный институт, и в 2012 поступил в Институт современного искусства в ИСИ. Отучился там 4 года, и здесь уже все, выход в свободное плавание, и надо было решать, куда идти дальше. В итоге я пошел в театр показываться, меня взяли в театр, Московский театр русской драмы, под руководством Михаила Щепенко. Это престижное место. Здесь недалеко. Вот. И тогда еще была такая тема, что я когда заканчивал обучение, меня взяли, мы приходили всем курсам на пробы, нас позвали на медиа, мы приходили на пробы, потом мне позвонили, говорят: мы тебя отобрали. А медиа как раз это... Нет, это просто где вот все кастинги, все пробы дают, то есть записывают актеров. Вот, и мы туда пришли всем курсом на медиа, нас всех сняли, спросили, как нас зовут, откуда мы, снимались ли где-то. В итоге отобрали 3 мальчиков на роль какую-то неопределенную, после чего из 3 оставили 1 меня, и вот я ждал просто начала проекта, и то он был непонятно, начнется он, не начнется. И поэтому мне надо было, чтобы не просто так сидеть, я пошел в театр. Меня взяли в театр, отработал в театре полгода, потом уже сказали, что будут съемки. Начались съемки, мне пришлось совмещать театр и съемки. Получается, съемки на как раз проекте «Улица». Да, съемки именно запустился проект «Улица». Мы стали, мы стали снимать, а я стал именно работать и в театре, и сниматься уже непосредственно в сериале. То есть, получается, из всего курса тебя только одного отобрали, в принципе, да, в конечном итоге именно утвердили на главную роль. А скажи, мне всегда было интересно, что происходит на таких кастингах? Вы пришли всем курсом, и что вам там предлагали делать, или ничего. Как вообще это происходит? Нет, ты приходишь, там стоит камера и стоит сначала ассистент. Он записывает тебя, ты говоришь на камеру имя, фамилия, отчество, сколько лет, рост, вес,
в каких проектах участвовал, чем любишь заниматься, хобби, где учился. Ну, все, в общем-то, обычный разговор о себе. Длительностью минуту, максимум полторы. После чего, если ты как-то цепляешь режиссер, потом сидит режиссер, который все анкеты отсматривает. И когда, если он тебя видит в какой-то роли, режиссер говорит, свяжитесь с ним, пускай еще раз придет. Связываются с людьми, которых отобрали, они приходят, и уже идет точно такой же процесс, только с режиссером уже. Вот, режиссер уже сидела Жанна Кадникова. Жанна Кадникова, да, она уже была за камерой, и она со мной как бы общалась. И так, я так понимаю, со всеми, кто в улице у нас был, со всеми, так и Жанна и проходила это. Ну и по сути во всей киноиндустрии, да, получается? Да, и во всей киноиндустрии так и происходит. То есть, нет, бывает сразу же, чтобы, допустим, отобрали по фото, там, по анкете по какой-то, и, видимо, когда вот отобрали по интернету, то есть, ну да, по фото, по анкете, приглашают уже, и непосредственно изначально уже сидит режиссер с камерой. И ты с ним также то же самое беседуешь и так далее. А бывает, что они, отобрав анкету, им уже не нужна твоя визитка, и ты приходишь, тебе сразу дают текст, ты должен его постараться выучить, и прям с режиссером на камеру проиграть роль. Ну вот, и он тебе там первый дубль, допустим, он тебе скажет, вот здесь измени, здесь по-другому, здесь дает одни обстоятельства, на второй дубль другие обстоятельства, ну и на третий дубль тоже другие. И так вот, пока режиссер уже не скажет стоп, спасибо. Ну вот у наших сейчас, наверное, подписчиков тоже возникнет вопрос. А вдруг кто-то вот захочет без образования прийти на такую, ну то есть подать свою анкету, сделать карточку артиста, да, или как называется, послать, вот, например, в какой-то... Это возможно или все-таки всегда ценится, чтобы у человека было какое-то вот, ну, первоначальное, ну, вернее, даже не первоначальное, профессиональное образование? Я скажу так, вот я знаю людей, я сам с образованием, а я знаю людей, которые без образования, но они актеры. Я все-таки тот человек, который приветствует актерское образование, потому что, ну, допустим, возьмем любую другую профессию, да, вот возьмем сантехника, а человек, допустим, электрик, и он полезет в сантехнику, он же не знает, что там делать, но он будет стараться что-то, как-то, самоучка я это называю. В принципе, нет, если человек талантлив, то да, есть момент того, что может быть, если талант вот так и прет, и прям видно из-за стены, что вот человек особенный, то может быть и да. Но так я больше за то, чтобы люди учились, чтобы они знали систему, чтобы они знали, как надо себя проявлять, в каких случаях надо действовать, как, чтобы раскрепощение шло. Потому что, возможно, ты поставишь камеру и дубль там с 50-го ты поймешь, что да я в принципе с камерой неплохо работаю, и тебя отберут, и ты выходишь на съемочную площадку, и ты понимаешь, что у тебя ступор, потому что вокруг несколько камер, вокруг человек 15-20, и все они зависят от тебя, с какой скоростью, с какой правильной подачей ты все сделаешь. А не зная хотя бы мелких каких-то аспектов, ты не сможешь выполнить полностью задачу режиссера, которая от тебя требуется. А как-никак образование, оно помогает вот искать в себе вот эти образы, вот эти пути выхода, какой-то... Вот что-то образование тебя раскрывает полностью, то есть ты можешь понять, в каком спектре тебе лучше действовать. А без образования ты думаешь, что я и так могу, и так, потому что очень многим людям кажется, что выучить текст, выйти на сцену, вот как актеры в театрах, и сказать его, и будут аплодисменты. Это же не так, это же каждый актер проходит через что-то, он трогает себя изнутри, что-то свое живое пытается найти, чтобы роль получилась. И этому вот именно способы нахождения этого образа обучают в театральных институтах. Поэтому... Это то же самое, как и в музыке. Да, все думают, что все певцы там, вышли, попели, я сейчас тоже спою. А на самом деле сколько лет вообще труда, пота и крови, это все. Конечно. И поэтому я больше за то, чтобы люди учились. А ты бы мог привести несколько человек в пример, которые вот сейчас блистают на телеэкранах, но которые без образования изначально? Или это, в принципе, нельзя рассказать? Но мне кажется, вот много очень актеров Comedy Club даже, да, в принципе, это ребята КВНчики. Это КВН. У них именно было... Но это тоже очень большая школа, я считаю. Я играл в КВН не один год. И также был... В какой-то известный... Нет, я играл... Нет, не у Маслякова, мы до Маслякова не дошли. Я играл и в подмосковной лиге, и в московской студенческой лиге. Но я просто, у меня когда встал выбор между
стать профессиональным актером или уйти в КВН. Я выбрал все-таки актерское образование. А так нет, я играл, и меня учили писать шутки, и как бы, потому что КВН это эстрада, и надо уметь, эстрада и театр это две разные сцены. Ну, там То есть- академическая, в принципе. Да, здесь да, более- там это совершенно разное, но я пытался, я постарался, и у меня получилось научиться и как действовать себя в плане КВН, и как действовать на сцене в театре. Правда, вот не дожал немножко, 1 год. Но это очень важно, разносторонность. Разносторонность, да. И поэтому вот КВН. КВН это, как бы сказать, в КВН тоже учат театральщине, но там она как бы гораздо не сильнее, нет, неправильно. Она не то чтобы сильнее, она более юморная, то есть Попсовая да, театральщина. Это, конечно, не актер, ну, то есть не профессиональное обучение на сцене. А на КВН, если ты умеешь держаться на сцене и правильно подавать шутки, выступать, то есть те же миниатюры показывать, те же там песни смешные петь. Главное же подача и как ты держишься на сцене. Вот. И это тоже обучают. То есть КВНская сцена это хорошо. И вот ребята из комедии, они не актеры, нет, они КВНщики, бывшие КВНщики. И вот они свой КВН просто-напросто в некой более грубой форме выдвинули в Comedy Club. И они в КВН умели держаться на сцене. А в комедии то они вообще уже, они прям, ну как рыба в воде плавают. Ну, в принципе, нет, да, и они- фильмы, которые они снимают, тоже интересно и фильмы, смотрятся, которые и они иногда снимают, думаешь, да. Но да. они на своем опыте, вот на своем то, что они прожили, они вот это все делают, они все это взаимосвязывают, и у них вот получается именно так. Нет, Но это опять круто. же все-таки талант какой-то и самородок, да, мне кажется. Вот люди, Самородки, которые да, вот да. действительно не боятся, достигают и прям Идут напролом. топят до последнего, да. Потому что, ну, все равно даже вы, наверное, ну, вернее, по своему опыту скажу, много людей, которые заканчивают Гнесинку, консерваторию, не все выходят на эстрадную сцену. И не все Конечно. работают в театре, потому что ну, кто-то просто учился на 5 и потом решил вот, дальше работать преподавателем, да, или как-то развивать карьеру препода, а вот не все доходят до конца, потому что очень много преград. И я думаю, что у вас тоже, да, когда вот вы занимаетесь кастингами, проходите это все, это часто бывают Да. обломы, так сказать, да? Вот можешь рассказать какую-нибудь историю, когда ты ну, вот ходил, подавал там документы, свои анкеты и в итоге прошел, да, вот пробил эту стену? Или может быть какой-то, наоборот, случай, когда так хотелось попасть в проект, а не получилось? Или... Сейчас скажу. И как потом ты себя чувствуешь? То есть это есть какое-то все-таки разочарование, расстройство, или все-таки ты понимаешь, нет, я это сделаю, и... Дело в том, что если тебе на кастинге сказали спасибо, там, мы вам перезвоним и не перезванивают, то ты уже никак на них снова не выйдешь. То есть здесь надо понимать, что здесь ты не так сделал, надо как-то продумать, переосмыслить свои действия, которые ты совершил, и, может быть, на следующий кастинг уже идти с каким-то более другим настроением, с каким-то более другим напором. Может быть, просто очень много влияет состояние самого актера, когда он приходит на пробы. Вот у меня было, что я пришел на одни пробы, сейчас, если вспомню. Я пришел, моя первая, первая такая юмористическая роль была в «Суд по делам несовершеннолетних». Это где, суд, типа реальный суд. И я туда пришел на абсолютном пофигизме, то есть мне было наплевать, возьмут меня, не возьмут, но это тогда был 2-й курс, начало, и хотелось как-то уже, считал, что на 2-м курсе я уже все знаю, и хотелось просто денег заработать. Вот. И даже дело не в деньгах было. Было дело в том, что я хотел посмотреть на себя со стороны на телевизоре уже, то есть на каком-нибудь канале. И тут мне пришло на почту оповещение, что и ведется набор на этот суд по делам несовершеннолетних. Я так подумал, думаю, а почему бы нет, и пошел. А ты был несовершеннолетним? Нет, уже совершеннолетним. Нет, просто, название передачи просто такое. Ну, как «Час суда», вот такие еще были там, Да. И я прихожу туда, значит, там человек, сколько там было, человек 150 точно, там огромная толпа народу. Я думаю, неужели все эти люди вот идут, чтобы засняться в проекте, в передаче, или просто кому-то деньги нужны. Но я об этом не думал. Я просто пошел с целью то, что мне пофигу, как я покажусь, но я попаду туда.
так случилось, что я показался режиссеру, и он меня сразу же взял. То есть, когда моя очередь пришла, там очередь так рассеивалась, там, кому от 15 до 20, там, толпа, и подходите сюда. И ты подходил к женщине, вот это у меня так было. Я подошел к женщине, она на меня посмотрела. Так, ты будешь этого играть. Дала мне просто текст. Ну, говорит, сразу видел. да, говорит, иди учи, типа, пойдем, потом пойдешь с режиссером. Я говорю, ну хорошо, я пошел, 10 минут поучил, опять моя очередь, я прихожу и начинаю просто тот образ, который я придумал, потому что там как бы роль была геймера. Я придумал себе дебильный образ, там просто дурак такой, отбитый весь полностью. И пришел, показал режиссеру, я буквально сказал 3 предложения, он говорит, все, стоп, ты мне подходишь, там через 2 дня, я не помню, или через 3, он говорит, съемка, приезжай на такой-то, такой-то адрес, вот тебе текст, учи. Ну и все, и как бы я был на абсолютном пофигизме, такой думаю, вау, круто, через 3 или 2 дня приехал, отснялся. Ну вот самое фиговое, что там была работа в этих программах, работа на 1 дубль. Там снимают 5 камер, и там нельзя запороть текст, потому что они не могут остановить. И если ты запутался, то ты должен постараться симпровизировать, но все равно остаться по теме. Ну а так, если не секрет, сколько за такие вот съемки платят? Например. Без образования 1,5-2, с образованием от 3 до 4,5. То есть, опять же, если с образованием, тебе надо на съемочную площадку прийти со своим дипломом, что ты обучен. Ну, то есть, по сути, да, тоже особо миллионов не заработать. А в каких сферах можно заработать хорошие деньги? Ну, с образованием, даже там съемка рекламы, да, можно ходить кастинги, или какие-то еще интересные есть фишки? Или все-таки это только полный метр, да, где вот можно, да нет, хорошо сериалы. Вот сериалы, которые идут по несколько сезонов, там можно очень тоже хорошо заработать. Полный метр, да, там тоже можешь хорошо заработать, но если ты не эпизодник. Там, где ты не за весь фильм 1 раз появляешься. А так, если у тебя даже второстепенная роль, там тоже можно заработать. В основном съемки приносят хорошие деньги. Это вот сериалы многосезонные. Долгоиграющие, да. Да, полный метр, Скажу так, сняться в рекламе, если ты во всех рекламах снимаешься, то да, там хорошие деньги, там за одну рекламу можешь получить так, чтобы хватило на 2-3 месяца жизни. Ну вот Алена Котова у нас была в гостях, у меня была в гостях, и она рассказывала, что от 30 до 150 тысяч за день можно получить. Да. Если каждый день так сниматься, да, это можно хорошо себе если каждый день, сниматься, то можно и вообще не париться, на работу не ходить, просто просыпаться, ходить на рекламу и сниматься там. Но это тоже все так, это говорится просто, возьми, пойди, снимись, а там же даже на рекламу нужен определенный типаж. То есть не всем нужен там высокий блондин накачанный, кому-то нужен низкий маленький карлик человек, который в ширину 180 килограмм. Потому что это все зависит именно от сценариста и режиссера. То есть какие они видят персонажи, они тех и берут. Но можно, в принципе, и если ты силен харизматичностью и органикой своей, в принципе, можешь и взять вот это внимание режиссеров и на себя переключить и как-то постараться выплывести. Но это тоже, это тяжело. А вот всегда меня еще вопрос один интересовал. Вот все режиссеры, которые живут в Москве, в Питер, Москва, возьмем крупные города, они как-то между собой все-таки контачат? Даже простой пример. Вот вы сейчас, многие ребята, первый раз, наверное, дебютировали, да, в сериале «Улица». В крупном проекте, да, наверное, первый раз. И скажи, как все-таки меняется жизнь после этого? То есть, наверное, сейчас шквал звонков, там кастинг-директора звонят, или насколько это все-таки влияет на дальнейшее продвижение потом по карьерной лестнице, может, какие-то роли предлагают? Или все-таки нужно везде все равно ходить, пробиваться? Все равно нужно идти дальше и пробиваться, потому что проект хороший, да. Проект хороший, его отсняли, была своя грубо говоря, минута популярности, но все равно, даже несмотря на то, что она была, и она до сих пор остается, то есть все равно ходишь по улицам, узнают, фотографируются. Дело в том, что нужно идти дальше всегда. То есть, закончился проект, ты же не будешь потом всю жизнь сидеть и говорить, а когда-то я там где-то снимался, и меня еще кто-то помнит. Нет, надо идти дальше, надо действительно рассказывать внукам, что я снялся в одном сериале. И чё, и молодец, как бы. Очень много же у нас актеров, которые снялись в одной картине, и
практически Да, и не все, видно потом. и их не видно. А почему? Потому что они поймали какую-то вот кураж, и они считают, что теперь, поскольку они засветились в этой картине, все, они все дороги открыты. Может быть, Ничего корону подобного. надевают тоже на Может голову, быть, думают, что я корону буду надету, да. ходить унижаться там, да. Типа мне сами позвонят, сами предложат. Нет, 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 надо идти дальше, и жизнь не останавливается на одном проекте. То есть надо искать еще, то есть надо брать агента, надо брать актерского менеджера, я не знаю, или самому просто действительно брать, приезжать. Если знаешь, там, допустим, узнал, что где-то будет кастинг, неважно на какую роль, надо, если вот хочешь пробивать, надо брать и ехать туда. Надо, ну, не долбиться прямо, а там злить кастинг-директоров вообще тоже нельзя. Они тебя могут в черный список засунуть, ну, так называемый черный список. И потом вообще все табу, да? Вообще, да, все табу, поэтому я считаю, что нет. Надо идти, добиваться, пробовать. И, ну, лучше всего, конечно, больше сил уделять тому типажу, который требуется. Если ты под типаж подходишь, который требуется, то, естественно, надо вот именно в него бить, именно в эту роль, и стараться выполнить все максимальные задачи, которые ставит режиссер. Ну, я вот, насколько помню, с самых первых серий, ты, по-моему, был чуть поплотнее, да, побольше, потому что я помню, потом у вас был там челлендж в сериале «Улица», что нужно было тебе заниматься спортом, и ты прям хорошо тогда похудел. Скажи честно, ты занимался прям конкретно и сгонял массу, или это просто такой обман зрения был? Нет, потому что я прям заметил, что ты, ну, через какие-то серии, потому что я все это смотрел плотничком, каждый день по 3, 4, 5 серий, поэтому я прям замечал, что действительно, думаю, вот красавчик. Видимо, бегает. Дело в том, что когда я пришел на сериал, я был, да, плотный, у меня было 98 килограмм я весил. Я был таким плотным мальчиком, и я решил какой-то где-то через полгода где-то, я решил, что мне и в театре говорили, что мне надо похудеть, и я сам из-за этого как-то страдал. И я подошел, говорю, к ребятам, сценаристам, говорю, ребята, можно мне массу скинуть, потому что, ну, как бы, проект же идет, типаж, ну, не типаж, надо оставаться образом, конечно. И так получилось то, что ребята сами тоже хотели, чтобы я похудел, и придумали мне такой, они говорят, давай будешь худеть, начинай. Вот, и мне в итоге посоветовали диету, ну, естественно, спортзал, и я стал ходить заниматься. Именно, ну, это не обман, то есть я занимался, бегал, сидел на диете. И за 2 недели я сбросил 12 килограмм. О, классно. Вот. Может быть, поделишься, какая диета была? Я думаю, что подписчикам интересно было бы, как Детокс. То есть очищение организма, Да. Детокс на ней сидел, и как бы там, по сути, ну, нет, там, ну, естественно, жирное, жареное, мучное, это ничего нельзя. Желательно там, ну, там расписано, там есть свой рацион питания. Вот. Нет, детокс это был после, прошу прощения. Детоксом это я еще больше похудел. Это сейчас не Дюкан. Не помню. Диета Дюкана. Дюкана, наверное, да, где они привозят. Заказываешь еду, вот, и тебе в контейнерах привозят. Я вот на 2 недели купил себе. Мне прям. Ну, ты сам покупал или продюсер? Нет, сам, все сам покупал. Привозили контейнера, то есть на каждый день 5-разовое питание в день. То есть мало, по чуть-чуть, но зато... Да, мало конкретно. по чуть-чуть, но зато, да. И вот я не помню, по-моему, Дюкан Фуд, по-моему, да, она так называется. Это первая диета. Вот я на ней посидел, минус 12 килограмм тогда сбросил, плюс занятия. А потом уже, когда уже все, я вроде бы в сериале, я решил, думаю, да, ну, надо еще больше скинуть. А потом еще... Вот, и потом уже на детокс. Перешел попробовать. Попробовал. Тоже скинул 10 тоже за 2 недели тоже 10 скинул. То есть, по сути, ты где-то до 70 с лишним килограмм опустился. Да, я опустился до 70 с чем-то, но потом как-то подзабил, и сейчас опять чуть-чуть набрал. Нормально, сейчас отлично выглядишь. И я прям так удивлен, что такая мотивация у тебя была действительно за такое короткое время. Ну, прям это уважение. Захотелось просто от этого избавиться, и тем более я же раньше занимался акробатикой и гимнастикой, то есть Да, в футбол вроде играл. И футбол, да, футбол играл в молодежке Локомотива. Вот, но как-то потом что-то так случилось, что забросил спорт, стал вкусно питаться, есть, конечно, и забил на все, стал таким кабаном большим.
И вот потом как-то... потом я в театральной школе как раз-таки я похудел очень сильно до 70. Я там занимался вот и акробатикой, и борьбой, и гимнастикой. И я был таким подтянутым, прям вот, ну, стройным. А потом, поступив в институт, опять как бы вот из-за того, что постоянное обучение, ненормальное питание не получалось, занятия спортом не получалось, потому что в институте там было как, с 9 утра и до поздней ночи. И каждый день. Вот. Ну, там Да, с потом одним еще выходным. вечером что-то учишь, какие-то Да, устроишь. а к вечеру ты должен подготовить, выполнить задание, которое тебе педагог дал на следующий день. Поэтому это все делаешь, и нормального питания, естественно, никакого спорта, забываешь тебе лишь бы поспать. А вот эти все вот эти бутерброды, вот это вечная сухомятка, да, вот эти перекусы, а бывает, когда приходишь домой, и у тебя открываешь, у тебя там курица с выходного пожара. Ну, ты ее, естественно, перед сном ешь и просто вырубаешься. И от этого вот спорт ушел, появился живот, ну и вечеринки всякие. Ничего, еще можно подправить, я думаю, ничего Да страшного. нет, конечно. Но тебе этот образ очень не идет, кстати. Ну вот как бы, опять же, когда смотришь долгое время какой-то сериал, во-первых, к имени ты привыкаешь, потому что я вот, ну сейчас на тебя смотрю, как бы Костя и Костя, да, то есть Артур, да, но больше Костя. И, конечно, вчера тоже, когда записывали с Аленой, тоже постоянно Ирка, я ее пытался назвать. Вот. Но мне очень, да, нравится, что все-таки ты в жизни гораздо другой, чем там. Это очень классно, что, ну, ты общаешься по-другому сейчас, и говор другой у тебя. Вот. И это уважение, потому что действительно ты со своей ролью, ну, круто справился. Прям уважение и почет за это. Спасибо. Респект. Артур, расскажи, пожалуйста, вот по поводу съемок непосредственно в сериале «Улица». Так как, в принципе, все актеры были, ну, либо начинающие, либо с маленьким опытом, насколько было легко или, наоборот, сложно работать, потому что, ну, опять же, ты говоришь, да, если актер еще начинающий, он там много дублей может задействовать и задерживать команду. Вот были какие-то такие вот прям стопоры, которые вот вам... Потом страдали все, и потом, может быть, ругались на этого человека, да, или как-то еще. Да, были у нас такие случаи. Ну, как бы сказать так, помягче. Рассказывай. Вообще, поначалу было напряжно. То есть напряжно в том, что в плане вот работы с камерой, она как бы, я все-таки, это первый такой большой проект в моей жизни. И мне было немножко тяжеловато общаться, вот, ну, как бы зная, что здесь камера, и как-то я даже это в первых сериях я сам замечал, что я там какой-то деревянный. Это так называется актер, который не в своей тарелке. Не в своей тарелке. А потом как-то, ну, разошлось, и потом уже было пофигу, что камеры, уже было абсолютно все равно, что там, ну, камеры, операторы, звукорежиссеры, бумщики, светики стоят, это было неважно, главное, чтобы текст знать, вот, это самое главное правило. А вот объем текста примерно какой? Потому что я вот все-таки не понимаю, когда кино снимают, то есть вы там сняли какой-то диалог, привет, Маша, привет, пока. И потом что, уже следующий кадр? Или бывают такие прям долгие монологи, Нет, разговоры? бывают очень долгие, они же, желательно снимать же, конечно, одним дублем. То есть весь монолог, весь кадры, то есть, грубо говоря, в дубле снимают полностью вот диалог, полностью сцену стараются снимать по одному кадру. То есть кадр на одного, общий кадр на одного актера и кадр на другого актера. То есть 3 кадра где-то, если это диалог. Вот, и стараются снимать это все, естественно, с одного дубля. Это, во-первых, это всем быстрее, то есть это без переработок, это без усталости, то есть и быстрее всех отпустят, естественно, домой всех. А казусы были у нас, я не буду говорить кто, но если этот человек посмотрит это интервью, он поймет, про кого я говорю. Человек, который непрофессиональный актер, вот, он как бы вроде бы учил текст. Он очень общительный, он со всеми общался, со всеми шутил, ну мы как бы все дружим до сих пор мы с ним общаемся. И он такой человек, что он, поскольку не профессиональный актер, он не знает свой вариант умения выучивания текста. То есть у каждого актера же по-своему, кто-то реально зубрит для того, чтобы текст запомнился. Кто-то, вот мне достаточно, я там читаю 3, 4, 5 раз перед сном текст,
засыпаю, просыпаюсь, и с утра, пока вот еду либо в театр, либо на съемки, еще пару раз прочитаю, и все, текст я уже знаю. И ты его слово в слово говоришь, или все-таки какие-то отступления можно делать? Нет, можно делать некие отступления, конечно, можно делать, но главное сохранить ту смысл, который сценаристы и режиссер требуют от тебя. Вот, и желательно, конечно, слово в слово, чтобы не уходить от автора, но, допустим, какие-то маленькие словечки, которые, допустим, сказать не хлеб с маслом, а масло с хлебом. Такое зато заученности такой не будет. Заученность нет, это как-то, да, это более органично. Вот, и вот этот человек, который не знал, как... Смотрит это видео сейчас. Это, наверное, сейчас посмотрит, да. Он не умел, не знал подход, не знал, как правильно ему учить текст. Он старался зазубривать. А зубрежка, это мое мнение, чем она плоха, то, что когда ты зазубрил текст, и ты вроде бы говоришь, и все так у тебя хорошо, но если тебе в момент, когда ты говоришь текст, дают еще какое-то задание, то есть там тебе надо открыть дверь, пройтись и в какой-то момент в нужной точке остановиться, что-то поставить, что-то там попить, что-то откусить, то у людей, которые заучивают текст, у них начинает сразу текст вылетать. То есть они могут до этого момента, как им надо что-то сделать, они говорят свой текст, потом они это делают, ставят стакан, допустим, и у них текст и ступор, просто ступор. И у нас был такой человек, неоднократно дублей от 10 дублей, да. А это затягивалось на... 2 часа, наверное. Ну, если на сцену закладывалось час, то эта сцена снималась час 40, 2:10, то есть вот так. Ну да, около часа, плюс-минус час это... Ну и так получается, вот этого человека, да, ну или вот таких вот как бы, ну не двоечников, просто сказать, да, но просто вот людей, которые действительно... Неопытных людей, да. А какие-то штрафы были, накладывались, или просто это, в принципе... Нет, это, грубо говоря, это как... Лучше, конечно, не портить никому настроение. Просто, когда ты постоянно... Вот я опаздывал на съемки, и у меня было уже клеймо, что я могу опоздать в какой-то момент, поэтому мне заранее... Мне ставили, допустим, какие-то дни, когда у меня там... С часу начинается съемка, меня ставили там с 10 утра, чтобы я за эти 3 часа... подъехал. Я приезжал всегда вовремя, конечно, старался вовремя. А после определенного момента в своей жизни я понял, что так больше нельзя, и надо вставать вовремя, просыпаться. И стал приезжать вовремя, но до этого было как-то опаздывал, просыпал просто из-за работы там и так далее. Вот, и вроде бы не штрафуют, а просто портится настроение, и начинают все злиться, потому что тебя просят сделать элементарно какую-то вещь, а ты не можешь, и там уже 10-й дубль идет, а человек не может ее выполнить. И и в какой-то степени он понимает, что он косячит. Он говорит, да, извините. Но он не может ничего поделать. Но он не может ничего поделать, и его понять можно. Ну и съемочную бригаду, и его коллег, то есть его напарников по съемочной площадке тоже можно понять. Но просто это эмоции, которые выливаются у всех творческих людей. То есть, да что ж, да почему ты, тупишь вот это? И, конечно, нет, штрафы, нет, были типа моменты, когда говорят, если ты сейчас это не сделаешь, то мы тебя типа вырезаем из этой сцены. Но здесь человеку надо было, конечно, собраться, надо было что-то делать. Естественно, хотелось просто быстрее, чтобы этот процесс шел быстрее и как-то смешнее, радостнее. А получалось, что он начинался затягиваться, и все злились, потому что от смены к смене люди не высыпаются, всем хочется домой, отдыхать, к семье. А получается, каждую смену, когда вы снимали, по сколько человек было задействовано именно актеров? Я думал, что обычно снимаются как там 2 человек начинают отснимать, все, отсняли, потом они едут домой, а снимают еще там 3 человек. Примерно так и есть, но в день могло быть, в день где-то было от 8 актеров и больше, то есть... А у остальных была пауза, да? А у остальных был просто несъемочный, выходной несъемочный день. Потому что это тоже же все организовать, простроить. Конечно, это же когда у тебя 150 человек, в принципе, в проекте задействовано, даже сколько, ты говорил, примерно около 300 задействовано, с массовкой совсем. Это специальные люди, да, тоже, которые занимаются именно вот этим организацией? Да, конечно. И они, в отличие от актеров, вот эти люди, то есть вся съемочная группа, они работают каждый день. То есть если у актеров есть, допустим, они 3 дня подряд снимаются, а потом, допустим, неделю у актера выходной, только через неделю его вызывают на съемочную площадку, то съемочная группа, они делают огромный труд, и они
начиная, то есть они вот, пока ты неделю отдыхаешь, они с другими актерами работают. И это очень тяжело, и поэтому, когда у актера выходной, это никак не влияет на съемочную Ну да, группу. потому что процесс должен Процесс идти должен дальше. идти, да, идти дальше. И времени никто не хотел тратить. А наоборот, больше, интенсивнее. Но еще вот Алена Котова рассказывала, что 1,5 года проект снимался, да, получается, каждый день. Да. А вы изначально знали, ну, например, с первых там 2-3 месяцев, знали, чем закончится все? Нет. Или это все, в принципе, вот шло как «Игра престолов», да, то есть 7 Да. сезонов отснялось, а 8 потом уже Наверное, да, делался. потому что, ну, я просто «Игру престолов» не смотрел. Посмотрите. Я существую, да, и это я. Дело в том, что, да, мы не знали, то есть мы не знали, что будет с нашим персонажем, какой будет конец улицы. Никто не знал. Все это держалось в секрете. То есть даже от То есть, актеров. понятно. То есть, может быть, даже уже режиссер-то и знал, чем закончится, да? Может быть, кто-то знал, но нет. Скорее всего, я почему-то уверен, что даже, ну, никто не знал, чем она закончится и как ее заканчивать. Поэтому... А какая-то градация была все-таки у вас? Главный герой, не главный герой, второй план? Потому что, как мне кажется, там все были главными. То есть там не было, в принципе, такого, что кто-то вот на заднем плане, кто-то меньше. Не, ну мне кажется, ну, это мое личное мнение. Ну, во-первых, естественно, да, что все там практически, у каждого, просто там очень много персонажей, и у каждого персонажа своя линия. То есть, иногда, ну, вот они чаще, конечно, поскольку мы же все на одном районе жили, чаще мы ну, то есть у нас был момент соприкосновения с другими линиями, но по большей части каждый пытался удерживать свою. Но вообще главный герой, ну, конечно, это Костян, это понятно. Просто он немножко был закрыт. Нет, на самом деле, мне кажется, что вот Андрей, это Паша Свинков, который олигарх. Вот, ну да, в принципе, с них это все началось. Да, вот он был главный. А дальше уже от него именно пошло разветвление на линии, на все вот ветви. Где-то вот он попал сюда, встретил эту семейку. Там много женщин, да, встретил другую линию, встретил другого человека, пошла другая линия. И вот так вот они все были. Каждый вел свою линию. Вот, и сказать, кто прям был... Ну, наверное, вот я просто скажу, что главным для меня это, наверное, да, Паша Свинков был в этом сериале. А так, если взять просто какие-то моменты, то можно наблюдать, что не во всех сериях Паша был, а был кто-то другой, кто вел сериал. Ну, много нюансов. Ну да, это, в принципе, не замечалось, да, что у актера этого главного нет. Поэтому я имею в виду, что, в принципе, все какую-то главную роль... У каждого была своя роль, и она что-то приносила. И о каждом реально хотелось всегда узнать. А так, почему того долго уже не показывают, там 2-3 серии? А у него параллельно же да. что-то было, что-то происходило с ним, поэтому... Нет, поэтому очень интересно, придумано, конечно. да, придумано у нас авторы, сценаристы. Я в восторге сам. То есть мне удалось поработать с очень талантливыми, очень способными, очень серьезными людьми, и с ними и познакомиться, и как-то, ну и сейчас даже вот общаться. То есть мы... Но я вот сам считаю, что Жанна Кадникова, она какой-то то ли новый жанр внесла вообще, ну вот начиная с «Реальных пацанов», да? Да. И вот это все какое-то новое прям веяние вообще в русской культуре сериальной, прям вот очень интересно было. Жанна Кадникова очень талантливая, очень низкий вам хорошая. поклон. Ну, реально, столько проектов, которые просто приносят удовольствие и радость. Ну и последний, наверное, интересный вопрос, который я постоянно хотел задать тебе на протяжении всего интервью. С начала сезона первой серии начинались какие-то любовные симпатии, романы среди персонажей. А вот в настоящей жизни, то есть в настоящей жизни кто-то полюбил другого человека, какие-то романы, может быть, у тебя были или у твоих коллег. Мог бы ты рассказать про это? Дело в том, что мы все познакомились вот на улице, и как бы все сначала друг друга называли по имени персонажа. То есть тяжело было запомнить два имени. То есть так, если я тебя называю Борей, то в жизни ты думаешь... Женя, да, Женя. Вот, поэтому мы все мы сначала все друг друга называли по именами персонажей,
А потом как-то уже, когда начали сближаться, то есть мы стали находить общий интерес. Это, кстати, произошло буквально практически сразу. То есть у нас не было разделения компаний, у нас все находили друг с другом открытый, общий, нормальный язык. То есть всем было понятно, кто у нас юморист, кто у нас там плакса, Закрытый кто у нас человек. закрытый, кто у нас открытый. Это все было сразу, да, понятно. И поэтому, но тем не менее, мы вот, видимо, вот эти точки соприкосновения с каждым человеком мы все нашли. То есть неважно там национальность, неважно там какой темперамент, ничего, какой ты актер еще, или ты вообще никто. Мы вот именно, нам было на это все равно. То есть мы наплевали и стали просто дружно все общаться. Стали по-настоящему всей семьей. То есть мы помогали друг другу и до сих пор помогаем, если нужно. Мы очень часто видимся, встречаемся. И по сути у нас ссор никаких никогда таких масштабных не было. И мы всегда друг друга поддерживали и поддерживаем, и я надеюсь, что и будем поддерживать. А что касается насчет отношений, вот все сдают, типа, Катя, Соколов, они вместе, типа, они в жизни, там, как она? Валера Валера с Таней, да? с Машей. Валера с Машей, нет, просто Влад с Таней. Нет, честно скажу, это нет, никто на данный момент, то есть сейчас никто ни с кем, ну, то есть как и было в сериале, то есть наоборот скажу, в сериале они были вместе, в жизни все были по раздельности, то есть по сути ни у кого никаких взаимоотношений не было, то есть если были взаимоотношения, то в том плане, что там виделись просто, там тет-а-тет виделись, встречались там, но и то это для того, чтобы опять же там снять вайны, там просто встретиться, помочь, что-то обсудить и так далее. Так, чтобы у нас образовались на проекте какие-то парочки, вот, чтобы можно было сейчас сказать, что вот эти в отношениях. Такого нет. И даже когда проект снимался, тоже такого не было. Поэтому... Ну, даже взять там Ирку и Марата, да, оказывается, это в жизни у Алены вообще. У Алены двое и дети, детей, и муж, да, и у Русланчика. Но она настолько тоже свою роль играла, что действительно оказалось, что человек прям настолько свободный и столько партнеров меняет там по жизни. Это же все роль, это же все образ, и Аленка с этим справилась, и Русланчик с этим справился, так что ребята молодцы, но при этом вот они вели сериальную жизнь, но у них была своя жизнь, в которой есть жена, муж и дети, то есть... Ну вот даже если взять персонажа Костю, да, у него было 2 друга, ну, таких конкретных, с которыми он выпивал и все остальное. Вот в жизни вы тоже ты именно с этими ребятами там отдыхал, может быть, ходил, или все-таки с кем-то, ну, ты больше, я смотрю, просто вот у вас есть отдельный инстаграм-канал, да, в котором вы вайны свои показываете. Еще раз напомни, пожалуйста, как он называется, а внизу мы оставим ссылочку, тоже на него подписывайтесь. У меня 2 канала. У меня есть свой личный канал и канал, вот канал, значит, GBM Russia. Написано. Там Руслан Сабиров, Алена Котова, Светлана Саягова, Екатерина Хамчук, ну и я. Вот. И есть Гена, нижнее подчеркивание, бемоль. Через бемоль. Это мы с моим другом тоже снимаем вайны. И там свои клипы, то есть на музыку у нас есть ребята. Да, поэтому вот 2 канала, да. Но, как сказать, с кем больше, с кем меньше, нет, такого даже не было. Просто, когда кто-то выходил курить, и ты шел с ними, кто-то оставался в актерке, ты хотел посидеть в актерке, оставался и общался со всеми. Поэтому, как такого, вот, чтобы... Кучковаться не было, но после того, как проект закончился, сейчас мы больше общаемся вот с Аленой Котовой, со Светкой Саяговой, с Катей Хамчук, с Дашей Баскаковой-Левиной, с Дашей Макаровой, с Джамбалат, с Силаев или Салаев, Джамбо, прости, я не помню, через А или через Е, который Гамлет. Вот, Русланчик Сабиров. Но то, что он живет в Казани, это не мешает? Нет, не мешает. Мы к нему ездим, он частенько в Москву приезжает, мы видимся. Кто еще? Ну, Паша Савенков еще, Аня Клинская, Юра Николаенко. Ну, вот лично с кем я вот, по сути, ты по сути, я всех, да, перечислил. Сонька, которая Люба играла. Вот. Не знаю, я не могу назвать людей, с которыми я вот
вообще вот не общаюсь. То есть прекратил общение или не общаюсь. По сути, со всеми общаюсь, просто после окончания сериала я вот с некоторыми стал больше видеться, и чаще видеться и больше общаться, нежели с теми, с кем я сейчас, вот, с кем мы вместе снимались, были в одной сцене, с ними, да, наверное, сейчас как-то меньше стал проводить общение. А так нет, так в любой момент я знаю, что мне могут позвонить мои коллеги, там сказать, типа, так-то нужен, приезжать туда-то, или давай увидимся. И, естественно, поедешь, встретишься, потому что мы друг друга, несмотря на все, нас проект сблизил, мы стали действительно большой семьей. И нам очень приятное общение. Ну да, это очень классно, что вот именно этот проект вас как-то вместе всех сообщил, и действительно теперь открываются, я думаю, что еще большие дороги, более интересные вообще в творческой карьере, в фильмах. Поэтому, Артур, благодарю тебя большое за интервью. Я желаю, чтобы все твои начинания, все цели, все, что ты задумал вообще по жизни, все сбывалось. И чтобы тебя ждали еще самые лучшие, классные и интересные проекты и роли, основные и главные. Вот, пожалуйста, не забывайте подписаться на канал Instagram Артура. Вот он здесь. Также еще GBM Russia. Это канал с вайнами. И Гена Бемоль, да? Да, вот, все, тоже это у нас будет сейчас, вернее, на экранах ваших. Вот, так что, Артур, благодарю еще раз. Друзья, не забывайте также поставить лайк Артуру за сегодняшнее прекрасное интервью. Да. Подписаться на канал, ну и ждите новых интересных интервью. Думаю, что еще ребята не откажут, мы пообщаемся с удовольствием. Потому что вот мне всегда очень интересно пообщаться с творческими, хорошими, добрыми, приятными людьми. Это прям, что Алена Котова, что Артур, ну просто вот вы меня, как сказать, поразили, вдохновляете вообще на какие-то свершения. И очень приятно. Спасибо. Благодарю, Артур, Спасибо большое. еще раз. И всем пока-пока. Удачи, всем пока. Пока.